Друзья, всем привет! Доброго времени суток! Вы на канале Power Device, и в этом ролике я хочу вам рассказать об обновленных приложениях из оболочки Realme UI 4.0, которые уже можно установить на ваши смартфоны Realme. Обновленных приложений достаточно много, и там есть интересные изменения. Затронем полезное обновление приложения погоды. Также однозначно не менее интересное обновление моих файлов, то есть стандартного проводника Realme. Кстати, данное обновление меня очень порадовало. Также небольшие, но удобные изменения произошли в приложении Компас и часы. И, конечно, одно из самых главных обновлений — это Always On Display. Вы узнаете, какие новшества готовят нам Realme в оболочке 4.0. А также будет небольшой бонус для пользователей Realme, у которых есть GT-мод. В общем, будет интересно. Погнали! Друзья, сразу попрошу вас, пожалуйста, поддержите это видео лайком, а также подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. Многие из вас в комментариях под моими видео просят больше снимать роликов по смартфонам Realme. Но, друзья, когда я снимаю какие-то обзоры, фишки или настройки по этим смартфонам, просмотров и лайков не так уж и много. Поэтому у меня нет большой мотивации снимать такие ролики. Если вы хотите, чтобы я продолжал развивать и снимать ролики по смартфонам Realme, пожалуйста, ставьте лайки, просматривайте это видео до самого конца, делайте репосты, сообщайте своим друзьям об этих роликах и обязательно пишите комментарии. Итак, перейдем к основной части видео. Первым делом затронем обновление погоды. Сейчас у меня это приложение еще не обновлено, я покажу вам стандартную версию. Выглядит она именно так. Теперь я устанавливаю обновление. Во-первых, здесь переработали основное меню. И если спуститься ниже, то все те параметры, которые мы разбирали, теперь находятся в отдельных колонках. Это также выглядит приятнее. Ну и, конечно, у нас появился один дополнительный параметр. Это время восхода и время заката. Для многих это также будет полезным. Дальше поговорим про обновление родного проводника Realme. Лично я это обновление ждал очень долго. Пользователи Realme знают, что в стандартном виде проводник выглядит именно так. По моему мнению, он очень скудный. Устанавливаю проводник из Realme UI 4.0. Друзья, однозначно заметно, что Realme стали преобразовывать свои приложения. Они становятся более интуитивно понятными. Так же, например, как и у Xiaomi. Теперь здесь более удобно все разложено вот по таким пунктам. Например, APK-файлы. Неустановленные и установленные. Также изображение, музыка и так далее. Также я ждал такую функцию на главном экране, как недавние. Она есть и в предыдущей версии, но здесь она расположена как-то более удобно. Теперь, например, те же загрузки с Telegram происходят примерно так же, как на Xiaomi. Загружаем какой-то файл, идем в проводник, нажимаю «Недавние». Происходит автоматическое обновление, и вот здесь появляется тот скачанный файл. Его не нужно искать по папкам. Также, к примеру, если в этом проводнике удалить какой-то файл, то он появляется вот здесь внизу в недавно удаленные. То есть это как бы корзина. И отсюда уже можно удалять файлы навсегда. В предыдущей версии проводника у меня это не работало. Также, чтобы попасть в корневую папку смартфона, просто клацаем вот здесь. Далее небольшие изменения в приложении Компас. Сейчас у меня установлена стандартная версия из Realme UI 3.0. Компас выглядит вот таким образом. Ставлю компас из Realme UI 4.0. Самое основное изменение — это вот здесь внизу нам стали подсказывать, в каком направлении смотрит наш смартфон относительно вот этой середины. Юго-запад, юг, юго-восток и так далее. Теперь, как вы поняли, стало легче определять стороны. Также не забывайте, что здесь есть уровень. Он также есть и в предыдущих версиях. Приложение часы. В стандартном виде оно выглядит именно так. В Realme UI 4.0 часы переделали только внешним видом. Мировое время теперь выглядит вот таким образом, гораздо приятнее глазу. Секундомер также изменили. Кстати, если его запустить и свернуть приложение, то он продолжает работать на нашем рабочем столе. Но, к слову, эта функция могла поддерживаться и в старых версиях приложения. Друзья, подходим, наверное, к одному из главных обновлений, которое мне самому было очень интересно. Находится оно в персонализации.
Всегда включенный дисплей. Это если на вашем смартфоне поддерживается Always On Display, то есть AMOLED дисплей. Сейчас у меня установлен мой стандартный всегда включенный дисплей, и, например, здесь можно вставлять вот такие картинки, либо какие-то надписи, а также силуэт портрета и эмоджи. Теперь ставлю Always On Display из Realme UI 4.0, идем в настройки, персонализация, всегда включенный дисплей. Друзья, смотрите, нас встречает вот такая надпись. Получайте обновление статусов приложений, каршеринга, доставки еды и так далее. Управляйте музыкой на всегда включенном дисплее. В моей стандартной версии из Realme UI 3.0 такого не было. Нажимаю воспроизведение музыки. Смартфон предлагает нам установить приложение Spotify. Если оно установлено, то вот таким образом можно будет управлять музыкой на всегда включенном дисплее. Также, друзья, смотрите, в меню нас сразу встречает новая вкладка Bitmoji. Здесь нужно загрузить новое приложение, и, как я понимаю, можно вставлять различные вот такие статусы на наш включенный дисплей. Также внизу добавляется две дополнительные вкладки. Первая вкладка нам показывает, как глобальное потепление влияет на нашу планету. Не знаю, может, кому-то это будет интересным. Вторая вкладка «Аналитика». На всегда включенном дисплее можно будет смотреть параметры использования вашего телефона. Также отмечу, что на моем Realme GT Neo 3, где стоит оболочка Realme UI 3.0, эти новшества пока не работают. Например, я включаю аналитику, нажимаю «Применить». Always On Display не срабатывает, выходит только один отпечаток пальцев. Если вы будете устанавливать все эти приложения на свои Realme, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, получилось ли у вас это сделать и какие функции работают у вас. Также, конечно, отмечу, что эти приложения установятся не на все смартфоны Realme, так как все зависит от вашей оболочки. На каких-то более бюджетных моделях оболочка урезанная, и многих функций, к сожалению, там нет. И также, друзья, если ваш Realme из серии GT, то он должен поддерживать GT-мод. При его включении смартфон ускоряется, и у меня есть к нему обновление. Если зайти в настройки, приложения, управление приложениями, в поиске написать GT, на моем Realme стандартная версия 1.0.44. После обновления версия встает 1.0.48. По функциям ничего нового не добавляется, но по заявлению Realme происходит более лучшая оптимизация приложения. Также, если вы установили эти обновления и захотите их удалить, зайдите в настройки, приложения, управление приложениями, 3 точки, показывать системные процессы, и в поиске пишем те приложения, которые вы обновляли. Например, всегда включенный дисплей называется вот так. Клацаем на приложение, 3 точки, удалить обновление. Все эти приложения я скину в свой телеграм-канал, там вы их и скачаете. Ссылка будет в описании на мою группу ВК, оттуда вы попадете в мой телеграм, ничего сложного. Если будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях, постараюсь помочь. Не забудьте поставить лайк, увидимся в следующих роликах. Пока-пока!